По некоторым расчетам, в среднем каждая пятая звезда обладает планетой, похожей на Землю, которая находится от звезды на расстоянии, приемлемом для существования жизни в том виде, как мы ее знаем. Но пока мы не в состоянии заняться изучением этих планет для поиска той самой жизни. Тем не менее, мы вполне можем изучать нашу собственную планету и понять, как на ней появился человек. Хотя и здесь не все так просто. Ведь точного ответа на сегодняшний день по-прежнему нет. Но существует несколько интересных теорий, заслуживающих внимания. Так что давайте, как говорится, начнем с самих себя и постараемся разобраться, откуда мы все-таки появились. Человечество на протяжении многих лет пытается разгадать истинную причину и историю появления жизни на нашей планете. Долгое время этот вопрос был в области религий. Ситуация изменилась после выхода в ноябре 1859 года труда Чарльза Дарвина, и даже сейчас вокруг этой темы существует немало споров. Число сторонников дарвинской теории эволюции в Европе и Азии насчитывает больше 60-70%, приблизительно 20% в США и около 19% в России по данным конца прошлого десятилетия. Теория, созданная Дарвином, предполагает, что виды способны превращаться один в другой под влиянием естественного отбора. В широком смысле нередко и не совсем правильно возникшее течение дарвинизма употребляется для обозначения всего эволюционного учения в целом. Эволюционная теория предполагает, что человек произошел от высших приматов, человекообразных обезьян, путем постепенного видоизменения под влиянием внешних факторов и естественного отбора. Данный процесс носит название антропогенеза. Любопытно то, что таких человекообразных обезьян в истории было известно множество видов, но люди сегодня — это что-то уникальное. Около 160 тысяч лет назад в Восточной Африке появились кроманьонцы, наши ранние представители, которые позже, в эпоху Палеолита, начали миграцию из Африки сначала на Ближний Восток, а оттуда разными группами в Европу и в Азию. Ученые утверждают, что в то самое время на Земле параллельно жили несколько разных видов людей. Кроманьонцы не первыми появились в Европе. Здесь они в борьбе за ресурсы вытеснили конкурирующие виды и заселили всю планету. Их основные соперники, неандертальцы, тоже были людьми, но немного другими. Около 30 тысяч лет назад неандертальцы все-таки окончательно исчезли. Эволюционная теория антропогенеза имеет обширный набор разнообразных доказательств – палеонтологических, археологических, биологических, генетических, культурных, психологических и других. Однако многие из этих доказательств могут трактироваться неоднозначно, что позволяет противникам эволюционной теории оспаривать ее. Во многих странах сегодня призывают исключить труд Дарвина из школьной программы или хотя бы изучать его наравне с другими вероятными теориями. Но полностью отрицать вклад теории Дарвина в развитие науки об эволюции тоже нельзя. Теория внешнего вмешательства. Согласно этой теории, появление людей на Земле так или иначе связано с деятельностью иных цивилизаций. В простейшем варианте теория внешнего вмешательства считает людей прямыми потомками инопланетян, высадившихся на Землю в доисторическое время. Если сравнить всех живых существ на планете, можно сделать вывод, что люди значительно отличаются. Человеческий организм несовершенен и даже во многом не приспособлен к выживанию в реальных природных условиях. Идея внеземного происхождения не только человека, но и всей жизни на планете изложена в гипотезе панспермии. Сторонники идеи убеждены, что на Землю первые микроорганизмы были принесены из космоса. Так считал известный немецкий ученый-энциклопедист Герман Гельмгольц, английский физик Кельвин, российский ученый Владимир Вернадский и шведский химик Сванте Арениус, считающийся сегодня родоначальником этой теории. Научно подтвержден факт, что на Земле неоднократно были обнаружены метеориты с Марса и других планет, возможно, с комет, которые могли быть даже из чужих звездных систем. В этом сегодня никто не сомневается, однако пока непонятно, как жизнь могла возникнуть в других мирах. По сути, апологеты панспермии переносят ответственность за происходящее на инопланетные цивилизации. Академик Ран Розанов, глава комиссии по астробиологии Российской академии наук, тоже считает, что жизнь на Земле была занесена из космоса. В частности, он утверждает, вероятность того, что жизнь зародилась на Земле, настолько ничтожно мала, что это событие практически невероятно. В качестве аргументов академик приводит информацию о том, что
что несколько лет назад в Гренландии были найдены бактерии возрастом 3,8 миллиарда лет, в то время как нашей планете 4,5 миллиарда лет. А за такой короткий промежуток времени жизнь, по его мнению, просто не смогла бы возникнуть. Розанов утверждает, что при изучении метеорита Ефремовка и Мурчисонского метеорита, относящегося к углистым хондритам, в них были обнаружены ископаемые частички нитчатых микроорганизмов, напоминающих низшие грибы и сохранивших детали своего клеточного строения, а также окаменелые остатки неких бактерий. Однако при всей своей увлекательности теория панспермии вопроса возникновения человека и жизни вообще лишь переносит в другое место и другое время. Сам же факт зарождения и тайна этого процесса остаются открытыми. Некоторые даже склоняются к тому, что Земля является тюрьмой или школой для худших или слаборазвитых представителей инопланетной расы. Как только человечество эволюционным путем придет к гармоничному сосуществованию, перестанет разрушать планету и уничтожать слабых соседей, внеземной разум обязательно выйдет на связь. Теория пространственных аномалий. Последователи данной теории трактуют антропогенез как элемент развития устойчивой пространственной аномалии, гуманоидной триады материя, энергия, аура, характерной для многих планет земной Вселенной, и ее аналогов в параллельных пространствах. Теория пространственных аномалий предполагает, что в гуманоидных вселенных на большинстве пригодных для жизни планет биосфера развивается по одному и тому же пути, запрограммированному на уровне ауры, информационной субстанции. При наличии благоприятных условий этот путь приводит к возникновению гуманоидного разума земного типа. Возможно, сюда можно увязать и теорию химической эволюции или так называемую теорию первичного бульона. Простыми словами, можно описать возникновение жизни, а как следствие и человека, путем ультра-мега-сложных преобразований вещества, неживого в живое, просто потому, что у этих элементов и веществ были такие свойства. Рождению этой гипотезы поспособствовали эксперименты Гарольда Юри и Стэнли Миллера, проведенные в 1950-е годы. Они смогли воссоздать почти те же условия, которые существовали на поверхности нашей планеты до зарождения жизни. Через смесь молекулярного водорода, угарного газа и метана пропустили небольшие электрические разряды и ультрафиолет. В результате этого метан и прочие примитивные молекулы превратились в сложные органические вещества, в том числе десятки аминокислот, сахар, липиды и даже зачатки нуклеиновых кислот. Относительно недавно, в марте 2015 года, ученые Кембриджского университета во главе с Джоном Сазерлендом показали, что все типы молекул жизни, в том числе РНК, белки, жиры и углеводы, можно получить в ходе подобных реакций, в которых будут участвовать простые неорганические соединения углерода, сероводород, соли металлов и фосфаты. Так что человек появился на нашей планете просто потому, что это было базовым свойством материи, помещенной в определенные условия. Непонятно только, откуда эти свойства взялись именно в таком виде и почему. Но это вопрос уже к физике элементарных частиц, и без пары грамм сингулярности здесь не разобраться. Люди давно научились самостоятельно создавать целые вселенные в компьютерных играх. Персонажи могут вести собственную жизнь, выбирать варианты действий. Неудивительно, что у некоторых ученых и программистов возникла идея о том, что мы сами являемся частью виртуальной реальности, созданной внеземным разумом. Бум популярности гипотезы и симуляции регистрировали после выхода на экраны фильма «Матрица». Однако первым предположение о виртуальности всего происходящего высказал еще Пифагор. Не стоит считать теорию антинаучной, ведь ее проверкой занимаются известные астрофизики. Известный космолог Макс Тегмарк считает, что представители высшего или инопланетного разума разработали исходный код, предусматривающий наличие Адама и Евы, а затем запустили процесс симуляции. Тегмарк основывает гипотезу на следующих соображениях. Чем больше человечество узнает о Вселенной и своей истории, тем больше замечает цикличных процессов, соответствий определенным математическим правилам. Так же, как и персонажи любой компьютерной игры, мы все физически не можем выйти за пределы определенных установленных рамок. Теория симуляции также соотносится с концепциями мировых религий. Есть сущность, о которой можно догадываться, но которую нельзя осознать. Создатель — Бог. И есть определенный свод правил, которых так или иначе приходится придерживаться каждому человеку. Возможно также, что и уровень игры, и ее тип для каждого подбирается индивидуально.
кому-то посложнее и на выживание. Например, родился в бедной семье в Индии, а другому на логику или полегче, начиная в семье английского аристократа. Вот только смысл игры для каждого остается один – пройти до конца, что-то осознав. Вот только что. Нет одной единственной теории, которая была бы признана или полностью доказана. Некоторые гипотезы активно развиваются, получают новые доказательства. Другие, наоборот, переходят в категорию опровергнутых псевдонаучных. Тем интереснее нам следить за результатами новых исследований и экспериментов. А главное – это понимать, что все мы люди, живые существа. И раз уж так получилось, что мы живем вместе на этой прекрасной планете, так давайте же ценить и ее, и всех тех, кто нас окружает. А какая из предложенных теорий больше всего понравилась вам? Пишите в комментариях.